Слава Украине, привет всем от Полонского. Становится ясным, зачем коллективный трампопут делал вот это вот делал вот это 30-часовое перемирие, для чего они это делали и какие заготовки были уже сделаны для того, чтобы это, так сказать, хреномерие состоялось. Ничего против перемирия не имею, но еще раз говорю, когда что-то исходит от Путина, либо же из его покровителей из Вашингтона, то неволей надо, знаете, уже так зачухаться, задуматься и думать, так, это очередная какая-то гадость, мерзость или подлость. И так оно и было. Посмотрите, не успел Путин из Москвы протявкать про вот это перемирие, о котором он с нами ни о чем не говорил, да, то есть да нам чихать, собственно говоря, что он там по большому счету мог сказать или не сказать, объявлять перемирие, не объявлять. Мы с ним об этом не договаривались, да? Ну окей, мы приняли это перемирие. Как заготовка работает? Посмотрите, что получилось. Есть некий такой трампист Ник Сортер, довольно-таки с большим количеством читателей, я имею в виду в Твиттере. И он пишет, Зеленский сразу же, еще мы ничего не сделали, Путин только объявил, что вот они хотят сделать перемирие, значит, в день рождения Гитлера. И тут этот некий Ник Сортер пишет, так, Зеленский отверг план Путина по пасхальному перемирию. И о Зеленском дальше пишет. This guy has zero interest. Этому парню, у этого парня нулевая заинтересованность в мире. Ни копейки для Украины. Я устал от моих налогов, уходящих на этого мясника. Еще Зеленский слова не успел сказать, как у трампистов уже было готово на это провокация, да? То есть я еще раз делаю, в принципе, вывод. Это более 18 часов назад вот этот пост был опубликован. Соответственно, еще не было никакой реакции Зеленского. Соответственно, вполне возможно, что провокация была задумана как трампистами, так и путиноидами, то есть под эгидой российского КГБ. Ну, то есть вы поняли, да, это было задумано и расписано. Путиноиды объявляют перемирие, а их агентура в Вашингтоне моментально, не дожидаясь никакой реакции со стороны Украины, подхватывает тезис о том, что Украина отвергла. Хотя в этот момент они обстреливали Херсон, обстреливали Харьков, под Киев улетел шахед и так далее. То есть похрен было вообще-то всего. Им главное была провокация против Украины. И еще раз подчеркиваю, эта провокация была исполнена с двух сторон. Да, сейчас я это вижу. Вот. Ну и немножечко я вам сейчас хочу просто... Я на телеграм-канале, знаете, прицепил трампистов, точнее, знаете, да, их духовных дедушек и бабушек прицепил из 1939 года. Очень интересно. Значит, чтобы вы знали, ну, правда, тогда вот эти шмындрики не были в Штатах у власти. Вот, тут нужно дать какую-то разницу. Но, по сути, лозунги, которые тогда выдвигали тогдашние трамписты, они просто один в один сбегаются с тем, что сегодня выдвигают сегодняшние. Только эти у власти, а те не были. Итак, там, да, ссылка внизу в описании к данному ролику, там очень интересная. Лозунги из трампистов 1939 года. Первый. Гитлер нас не атаковал. Почему мы должны атаковать Гитлера? Гениально. Второй лозунг. Ленд-лиз-потерянные жизни. Ничего не напоминают? Угу. Следующий лозунг. Помощь Британии-продление войны. Угу. Помощь Украине. Вы поняли? Следующий лозунг. Почему нет мира с Гитлером? Понятно, да? То есть вот такие подонки были тогда. Такие же вот сегодня. Только еще раз говорю, разница в том, что они тогда не были у власти. А сейчас вот так, да? Ситуация поменялась. И я даже не знаю, как это назвать. Необразованная вата. Я хотел употребить слово чернь, но не буду. Употреблю слово вата. Избрала вот такого вот шмындрика, или как его там назвать, президентом. А он проталкивает вот эти вот лозунги. Я еще когда-то говорил, я бы хотел посмотреть, что бы делал бы Трамп
если бы он оказался в тот период времени. Так вот, тут даже смотреть нечего. Да, помощь Британии и продление войны. Напомню, что Великобритания – это единственная страна, которая тянула на себе вот этот тягар войны будем говорить, с 1939 года. Да, ну, фактически с 40-го, да. Когда вся Европа пала полностью, Советский Союз воевал на стороне фашистской Германии, и одна страна, у которой была честь, достоинство и совесть, это Великобритания. Великобритания в одиночку. Напомню, Штаты ей помогали, но первые годы так. Вот, вы же видите, как вот, зачем ей помогать? Так вот, Великобритания – это единственная страна, друзья мои, которая в тот момент воевала с Гитлером. И, кстати, это единственная страна, которая более-менее выполняет свои гарантии по Будапештскому меморандуму. Ну так, это просто к слову, как говорится, да. Вот. А все остальные гаранты, немножко обкакались. Извините меня, по-другому просто не скажешь. Так просто, как говорится. Мысли вслух, да. Вот. Так что, друзья мои, еще один интересный момент тоже нашел. Нашел я Георгиевскую ленту, ее истоки и так далее. Вот интересно, что во время войны, что оказалось очень интересным моментом, Георгиевской лентой в подавляющем большинстве случаев пользовались кто? Правильно, в армии Власова. Я всегда говорил, что в принципе российский флаг это аквафреш власовский, да. Я сейчас не хочу там рассматривать, правы власовцы были, неправы, то есть правильно ли они сделали, что они поменяли, скажем так, сталинизм на фашизм. Сталинизм и фашизм это по сути есть одно и то же. Два людоедских государства, две людоедские идеологии воевали друг с другом, они одинаковые. Вот. Но интересно, что в годы Второй мировой войны вот именно власовцы использовали вот эту вот георгиевскую ленточку, господи прости, при награждении своих солдат. Ну вот как бы очень интересно, да, и поучительно. А русские сейчас вот эту георгиевскую ленточку, вот это вот деды воевали, вот это все. Только деды-то воевали, только вот с какой стороны деды воевали. И кто их с георгиевской ленточкой награждал, это отдельный разговор. Ну и еще один плевок из нынешних Соединенных Штатов. Кит Келлогг, небезызвестный, да, говорит следующую вещь. Администрация Трампа устала от длительной войны в Украине. Fox News цитирует спецпредставителя США. Накануне Рубио то же самое заявил, что они устали и хотят выйти из мирного процесса. Но завершу цитату Келлогга. Однако я надеюсь, что война в Украине все же будет завершена. Да, она-то будет завершена, может даже не сомневаться. Просто при вашем участии или нет, трудно это сказать сейчас. Я скажу одно, что я после этой войны я страшно не хочу, чтобы такие, как Трамп, и чтобы такие, как те, кто за него голосовал, имели хоть какую-то причастность к внутренним делам Украины. Я вообще не хочу, честно говоря, чтобы они здесь фигурировали хоть в какой-то роли, кроме роли туристов. Приехали, посмотрели, потратили деньги, пошли вон.